Продолжаем нашу серию о помощниках, которые помогают нам для работы на наждаке, для качественной работы. Вот это обязательно, вроде оно так и смешно выглядит, но это вот охладитель. Работаем, какой-то инструмент мочи, чтобы не сжечь металл. Обязательно нужна баночка с водой, ванночка правильно называется, или с охлаждающей жидкостью. Еще такое приспособление штангенциркуль с победитовыми насадками. Штангенциркуль-то это обязательно мерить, все равно же надо там. Допустим, соосность деталей. Не обязательно там вам в какой-то размер попасть. Проточили. Вот камень оденем. Просто покажу пример. Может, вам мерить-то и ничего сильно не надо. Допустим, проточили. Вам надо прямую грань. Нету ямы. Ставите штангенциркуль, видите, свет не попадает. Вот ровно идете. Ровно идете, значит. Вот для чего. Мерительный инструмент. А у меня еще универсальный штангенциркуль. Это с победитовыми насадками. Вот такой вот. Я могу чертить спокойно. Обычным штангенциркулем по металлу чертить категорически нельзя. Ну, по материалам еще можно, конечно, но все равно металл постепенно стирается и размер уйдет. Он и этот-то стирается, но не сильно. Победит он. Материал очень жесткий. Он стирается очень плохо, но тоже стирается. А обычным штангенциркулем этого делать нельзя. Спокойно могу чертить. Вот видите, линия пошла. Черчу. Обычным это просто будете губить штангенциркуль обычный. Вот. Прочертил. Это надо. То, чем и в перчатках, естественно, точить на наждаке категорически воспрещается. Может затянуть туда надо голыми руками. Это я просто одел в качестве эстетики. Вот сверло такое. Вот его в руках тоже как вот удержать. Вот иди его. Да еще меньше есть. Мне уже неудобно. Что делать? Вот такие вот ювелирные тесочки есть. Большие, вот там есть струбцины, например. Можно и струбцины, но она тяжелая. А вот это вот самое удобное. Вот смотрите, раз вот губки расходятся. Берете сверлышко. Там вот грани на губках. Зажимаете сверлышко. Прижали. Ну, естественно, вот так вот точить не будете на подручнике. Его как шибанет, вырвет. Будете там через пальчик. То есть вот движение осторожно. Как бы. Это просто, чтобы зажать его и крутить было удобно. Обязательно, конечно, через палец. А то, если вот так возьмете, но я все равно как бы заточку немножко показываю. Его обязательно вырвет. Если круг вращается сюда, но он сюда и должен вращаться, его шибанет вниз, улетит. Обязательно держите за него. Но если будете использовать, то обязательно через пальчик и поближе держать. А это просто вот направляющая. Ну вот. Такая очень удобная штука. Это вот в ювелирном деле там всякие маленькие детальки зажимают. Тоже немаловажный фактор. Убираем в сторону, чтобы он нам не мешал. Переходим. Вот у меня алмазный карандаш. Сам он по себе вот маленький вот такой. Я его в оправочку туда забил. А чтобы рукой, ну то есть это металл, я его запрессовал. А чтобы рукой было удобно держать и чтобы по металлу не скользило, я взял изоленту. Это чтобы вот к руке удобно было. Алмазный карандаш нужен, когда появляется, вот смотрите, видите, немножко бьет. Можно выправить спокойно алмазным карандашиком. Появляется восьмерка, то есть, ну вот как на велосипеде, знаете, вот такая вот. Цифра 8, там врезались куда-то, и вот она на круге получается. Ну, тут немножко она есть, то есть вот так вот круг ходуном ходит тоже. Можно подправить. Восьмерочку, конечно, вот здесь подправляют, но тоже осторожно. Тут вообще не рекомендуется работать. Но восьмерочку все равно будете править здесь. Ну и также, допустим, засалился круг. Это тоже немаловажный фактор. Засалился круг, естественно, алмазный карандаш или алмазная какая-нибудь шарошечка длинная. Вскрыли зерно, и вы его подровняли. Но круг чистит, засаленность убирается. Ну это уже понятно, это большой. Это уже надо там обороты. Это вот круг, а сейчас скажу, это 250. На 2850 оборотов он не пойдет, категорически нельзя. Это если у вас там частотный преобразователь или на 1500 наждак, то его можно.
либо там на 900 оборотов. Ну, вот у меня такая оправочка, я ее показывал, посадочная, на 76. То есть одевается на 32 вот это. 32 одеваем. Токарь сделал прям вот в ноль, одевается. Вот так ее и садим на оправку. На посадочное. Вот так вот он сел, да? И вот давайте представим, что у нас сильное биение. Это 250. Вот такую вот козявочку. Но это можно еще зерно вскрыть. Все равно надо ручку либо подлинней. Да и вообще, если сильная эллипсность будет круга, то есть неровно ходить. Там такой вот, грубо говоря, горбом вот таким идет. Но куда вы вот такой карандаш? Вот такое править? Да это еще и круг небольшой. Бывает наждаки-то, допустим, 300, 350. Вот такой вот 40 толщина его камня. Ну куда вы вот такую вот козявочку возьмете? Естественно, либо ее в оправ. Да он сгорит, этот карандаш. Алмаз тоже. Сильно долго нельзя. Сильно долго нельзя на нем работать. То есть несколько проводов сделали, проходов сделали, надо ему остыть. Но агорб вы не уберете им. Можно убрать, но это очень долго и затратно. Карандаш будет стираться и, скорее всего, вы выжгите алмаз. Просто его сожгете и все, и выбросите. И вот для этого дела вот такая вот шарошка. Она самодельная. И вот когда сильная эллипсность, она вот сделана тут специально вот эти абразивные круги, такие вот ребристые. Они начинают вращаться, начинает вырабатывать камень. Ну, тут вот это вот был швеллер, отрезал я, вставил вот шпилечку, болты вот, не болты, а гайки. И надел их на эту шпилечку. Причем это твердый материал. Есть даже железо ставят, но оно, конечно, стирается быстро, но работает все равно. Две скорости суммируются, как бы и ходит, и прямо это выравнивается. Какой-то твердосплав, похоже на что-то на сармайт. По-моему, как бы не сармайт бы был. То есть напильник просто. Тут с напильником, как говорится, не подходи. А напильник у меня, как бы это, ну, такой средний, он берет практически все. Вот смотрите, швеллер. Вот он пилит, сразу берет. О, засветился. И вот эту. Вообще ее не берет, он отскакивает от нее. Пылище страшно, это, конечно, надо в респираторе все это дело делать. Дома в квартире это невозможно, это понятно. Это на производстве, когда большие круги править. Вот такая штука. А это вот уже можно там на патрончик засаленность убрать просто вот карандашик. Ну, я не стал в этом видео, конечно, перечислять там молоток, пассатижи. Это вполне естественно, помощники на наждаке там где-то что-то там подкрутить, где-то поддавить. Молоток тоже где-то там подбить что-то. Это я не стал перечислять. А вот такой, это самый необходимый инструмент. До свидания, хорошего времени суток. Подписывайтесь на канал.